Алексей торопился. Время поджимало, важная встреча с партнерами, от которой зависела судьба крупного проекта, над которым он работал последние несколько месяцев, грозила сорваться. После смерти жены работа стала единственным, что имело для него значение, единственным местом, где он мог спрятаться от боли и пустоты, которые преследовали его. Внезапно его внимание привлек тонкий детский голос. «Дядя! Дяденька! Вам случайно малыш не нужен?» Алексей резко остановился, чуть не столкнувшись с впереди идущей женщиной. Нахмурившись, он оглянулся. У тротуара, съежившись от холода, стоял мальчик. Худенький, с большими испуганными глазами и грязным лицом. На вид ему было лет 7, не больше. В руках он держал младенца, завернутого в замызганное, явно не по сезону одеяло. Мальчик смотрел на Алексея с отчаянной надеждой. Его взгляд пронзил броню равнодушия, которую Алексей годами так тщательно возводил вокруг себя. Что-то в этом взгляде напомнило Алексею о том дне, но он старался об этом не думать. «Что ты сказал?» — переспросил мужчина, стараясь сохранить в голосе твердость. Он не любил, когда его отвлекали. «Я спрашиваю, может, вам Алиса нужна?» Запинаясь, повторил мальчик. Он крепче прижал к себе младенца, словно боялся, что Алексей сейчас же его отнимет. «Она кушать хочет, а у нас ничего нет», — продолжил мальчик. Алексей окинул взглядом их обоих. Мальчик был одет в рваную куртку, явно не его размера, и грязные кроссовки. Лицо перепачкано грязью, волосы спутаны. Малышка, Алиса, как он ее назвал, тихонько посапывала, но было видно, что она измучена. «А где твои родители?» — спросил Алексей, чувствуя, как внутри нарастает раздражение. Он опаздывал, а эта ситуация выбивала его из колеи. Мальчик опустил глаза. «Мама. Мама ушла», — пробормотал он едва слышно. Сказала, что скоро вернется. Но ее все нет. Уже 4 дня. Алексей представил себе, что пережили эти дети за последние сутки. Один 7-летний мальчик с младенцем на руках, брошенный в огромном равнодушном городе. «И что ты делал все это время?» — спросил Алексей, стараясь сдержать эмоции. «Ждал», — ответил мальчик, и в его голосе прозвучала такая обреченность, что Алексею стало не по себе. Ждал, что мама вернется. Но Алиса плачет, кушать просит. Алексей взглянул на младенца. Маленькое беззащитное существо, которое полностью зависело от этого измученного жизнью мальчишки. И теперь от Алексея тоже, ведь именно к нему они обратились за помощью. «Как тебя зовут?» — спросил мужчина. «Кирилл», — ответил мальчик. «Кирилл, послушай», — начал Алексей. «Я сейчас очень спешу, но я могу купить вам что-нибудь поесть и, может быть, позвонить в полицию. Они помогут найти твою маму». Кирилл покачал головой. «Не надо полицию», — прошептал он. «Они заберут Алису в приют, а я не хочу в приют». Алексей нахмурился. Он знал, что такое приют. Он сам провел там несколько лет, пока его не забрала бабушка. Воспоминания об этом времени были не самыми приятными. «Хорошо», — сказал Алексей. «Тогда я куплю вам еды, и мы что-нибудь придумаем». Он повел Кирилла и Алису в ближайшую булочную. Купил им свежие булочки, молоко, бутылочку для молока и фрукты. Кирилл жадно набросился на еду, а Алиса, причмокивая, выпила целую бутылочку смеси для детей. Наблюдая за ними, Алексей чувствовал странное смятение. С одной стороны, он понимал, что ему нужно ехать, встреча не ждет. С другой, он не мог просто бросить этих детей на произвол судьбы. Он не привык вмешиваться в чужие жизни. После трагедии он держался от всех подальше. Любые привязанности — это риск. А он не хотел больше терять. Но, глядя на Кирилла и Алису, он понимал, что не может пройти мимо. «Кирилл», — сказал Алексей, — «я должен ехать. У меня важная встреча. Но я не могу вас просто оставить».
Кирилл испуганно посмотрел на него. «Вы нас не бросите?» — тихо спросил он. «Нет», — ответил Алексей. «Я вас не брошу. Я что-нибудь придумаю». Он достал телефон и набрал номер своего помощника. «Отмени все мои встречи на сегодня», — сказал он. «И на завтра тоже. Да, это срочно». Алексей смотрел на Кирилла, маленького, но уже такого взрослого, и понимал. Просто накормить их недостаточно. Он должен узнать, что случилось. «Кирилл, мама не говорила, куда пошла?» — тихо спросил Алексей, стараясь не спугнуть ребенка. «Не знаю», — пожал плечами Кирилл, и его взгляд скользнул в сторону. Алексей достал телефон и вызвал полицию. Объяснил ситуацию, назвал адрес. Ожидание тянулось мучительно. Алексей чувствовал на себе взгляд Кирилла, словно предал его. Чтобы разрядить обстановку, он включил на телефоне мультики. Постепенно мальчик увлекся. Алиса, пригревшись у него на руках, сладко посапывала. Наконец, прибыли двое молодых полицейских. Формальные вопросы, сухие записи. «Где мать?» — спросил один из них, глядя на Кирилла сверху вниз. «Не знаю», — повторял мальчик словно заклинание. «Он правда не знает», — вмешался Алексей. «Они жили на улице, он так сказал». Полицейские переглянулись. «Придется доставить детей в отделение. Там решат, что делать дальше», — ответил офицер. Кирилл вцепился в руку Алексея со словами: «Не надо в приют, пожалуйста». Алексей сжал губы. Он знал, что не может позволить этого. «А у нас есть другой вариант», — спросил он. «Временно в больницу. Или, если у вас есть возможность, вы можете оформить опеку. Но это хлопотно». Алексей взглянул на Кирилла. На его глаза, полные страха. На спящую Алису. «Я согласен», — твердо сказал он. В отделении полиции было шумно. Алексей позвонил Инге, своей знакомой, социальному работнику. Она пообещала приехать и помочь. После нескольких часов ожидания и заполнения бумаг Алексей получил документы на временную опеку. Кирилл облегченно выдохнул и прижался к нему, сказав «Спасибо». Квартира Алексея была просторной. Кирилл осматривался с удивлением. Все казалось ему волшебным. Алексей купил детям еду, вещи, игрушки. Кирилл был сдержан, но постепенно начал оживать. Он стеснялся, но глаза его светились. Когда Алиса заплакала, Алексей растерялся. Кирилл уверенно взял ее на руки и начал напевать. Малышка почти сразу утихла. Алексей был поражен. Потихоньку он начал меняться. Читал сказки, гулял, играл, видел, как дети расцветают. Кирилл был уже не напуганный мальчик, а живой, теплый ребенок со своими мечтами. Алиса была милым, улыбающимся младенцем. Однажды Инга позвонила. «Алексей, мы нашли их мать, но она в реабилитации. Наркотики, тяжелый образ жизни. Возвращение пока невозможно. Возможно, будет вопрос о лишении родительских прав». Алексей сжал кулаки. Он не мог отдать их в приют. «Какие есть варианты?» — твердо спросил он. «Вы можете подать на опеку или усыновить», — ответила Инга. Вечером Алексей застал Кирилла за рисованием. Мальчик нарисовал, как они втроем гуляют по парку. «А что с нами будет?» — тихо спросил Кирилл. «Не знаю», — честно ответил Алексей. «Но я сделаю все, чтобы вам было хорошо». На следующее утро Алексей позвонил Инге со словами: «Я подаю на опеку». Это было непросто. Документы, комиссии, проверки. Но он не отступал. Прошли месяцы. Алексей стал официальным опекуном Кирилла и Алисы. Они переехали в загородный дом. У детей была няня, игрушки, забота. Алексей стал другим. Он смеялся, волновался, учился быть отцом.
И однажды вечером, укладывая Кирилла спать, услышал: «Спасибо, папа». Слезы потекли по его щекам, и он ответил: «Спокойной ночи, сынок». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.